Российские агенты ищут мертвых детей. Существует ли Бугатти для Елены Зеленской и покажет ли Трамп свой секретный план? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В деле о покушении на Симоньян новые подозреваемые. Российские исследователи заявляют о причастности восьмиклассника. В Следственном комитете связали задержание молодых людей с деятельностью параграфа 88. Каков секретный план Трампа? Киев требует 45-го президента США раскрыть карты. Что будет с Украиной? Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Дорогое авто, миллионы евро и роскошь. Российские пропагандисты уверены, что Зеленская купила Бугатти. Деталі російського фейка. І українці, з гордістю запрошую всіх, повернувшихся з фронту героїв, поглянути на мою нову Бугатти. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. И оставляйте также свои комментарии. Спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Си Цзиньпин и Эрдоган встретились с военным преступником Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. В частности, Эрдоган поднял вопрос о мире между РФ и Украиной. Уже и турецкий лидер заявил, что его страна может заложить основу для компромисса в этом конфликте, а точнее войне. Кроме того, Эрдоган говорит, что справедливый мир, который понравится, собственно, и Киеву, и Москве, возможен и даже существует, но не уточнил никаких деталей. Россия решила приостановить участие в парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое решение приняла Госдума РФ и Совет Федерации. А еще заявили, что не отправят ни копейки взносов в бюджет парламентской ассамблеи. Решение о приостановке на данном этапе российского участия в парламентской ассамблее ОБСЕ. Позиция согласована с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Прошу поддержать. Скажите результат. Принимается единогласно. В Москве анонсировали такой шаг, в частности из-за того, что российская делегация Румыния отказалась выдавать визы для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кстати, во время этой сессии 29 июня в Бухаресте приняли резолюцию с признанием действий России геноцидом украинского народа. Это, кстати, тоже стало причиной истерики представителей Российской Федерации. Российским агентам нужны мертвые дети по всему миру. Их данные и личности крадут, чтобы использовать в шпионских схемах. О том, какие методы шифровки использует российская разведка, пишет Bild. Издание упоминает случай, когда 11 лет назад в Германии судили, а после экстрадировали в РФ двух российских агентов, которые долгие годы жили под фальшивыми немецкими именами. И даже их дочь не знала ничего о прошлом родителей, которые, как оказалось, работали на российскую агентуру на протяжении последних 30 лет. Bild цитирует автора материала о семье Аншлаг, который узнал и другие детали о том, как работают агенты Кремля. Нелегальные агенты – особенность в первую очередь России. Они делают это уже больше 100 лет. Программу нелегалов создали в первые годы СССР, а затем при КГБ. Особенность в том, что этих людей посылают в нужную им страну с полностью сфальсифицированной личностью. Иногда ее создают на основе реально существовавших. Такие люди действительно были, а потом их личность заимствовали. В основном это были дети. Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру, в том числе в Южной Америке и Африке. Там они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывая их имя и дату рождения. Именно детей, потому что о них мало известно, и можно быстро перенять их личность. Елена Зеленская купила Бугатти за 5 миллионов евро и предлагает украинским военным посмотреть на ее покупку. Такую информацию, а точнее фейк, активно распространяют российские пропагандисты. Запустили даже дипфейк. І українці, з гордістю запрошую всіх, повернувшихся з фронту героїв, поглянути на мою нову Бугатти вартістю 5 мільйонів євро. Цей автомобіль символізує нашу спільну надію на краще майбутнє та відродження України.
Кроме этого дипфейка, россияне придумали и французское издание, которое назвали «солидным», и там также опубликовали информацию о якобы покупке «Бугатти». Фейк подхватили западные конспирологи и агенты российского влияния. Новость в итоге долетела и до дилерского центра «Бугатти Париж», где заявили, что жена Зеленского не покупала себе новый суперкар, а фотографии документов о покупке, которые появились в сети, это дешевая подделка. Зеленский требует, чтобы Трамп озвучил свой план завершения войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg. В частности, Зеленский также не прочь встретиться с Трампом, чтобы наконец услышать его мнение. Но при этом любое мирное предложение должно избегать нарушения суверенитета Украины, говорит украинский президент. Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать. Они не могут планировать мою жизнь, жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли мы иметь в ноябре мощную поддержку США или будем совсем одни. Я напомню, что в последние полгода в западной прессе часто появляются публикации о некоем секретном плане Трампа, который уже существует и полностью разработан. План, конечно же, касается завершения войны РФ против Украины, но деталей этого плана немного. Ранее были сообщения, что Трамп может принудить Украину отказаться от части своих территорий. Сам же Трамп, особенно сейчас, в период предвыборной гонки в США, вновь и вновь повторяет, что может завершить войну за сутки. Однако даже в Москве ему ответили, что это невозможно. Трамп может пойти на сделку с Путиным и отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток, не взять Украину и Грузию в НАТО и ударить своими решениями по Европе. Опять же, о таких сценариях пишет Политика. Издание ссылается на свои источники и пишет, что Трамп также мечтает о двухуровневой системе НАТО, согласно которой страны-члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, не будут пользоваться защитой и гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов. То есть на эти страны не будет распространяться действие 5-й статьи Альянса, согласно которой союзники по блоку должны защищать каждый сантиметр Альянса и вступить в конфликт на стороне, которая подверглась атаке. Ну, понятно, что это не первый какой-то план, были еще планы от советников Трампа, еще там какие-то планы. Вообще сейчас все новости про острые глобальные темы. Война в Украине, война Израиля с Хамасом, Израиля с Хизбаллой, еще там какие-то важные темы, связанные в контексте с Соединенными Штатами, особенно с кандидатами в президенты в Соединенных Штатах. Это в первую очередь нужно расценивать с точки зрения предвыборной, а не вкинул ли кто-то это и для чего. И во вторую очередь тоже с точки зрения предвыборной расценивать. Ну а дальше разбирать их. Восьмиклассник стал одним из подозреваемых в так называемом деле о подготовке покушения на российскую пропагандистку Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом, собственно, и сообщает медиаресурс Собчак «Осторожно, новости». Помимо этого восьмиклассника появились еще двое подозреваемых. Телеграм-канал сообщает, что студента колледжа связи Андрея Дедковского, монтажника Сергея Короленкова и восьмиклассника Павла задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив выходить из дому по ночам. Позже Короленкову сократили время ограничения на час. В Следственном комитете связали задержание молодых людей с деятельностью параграфа 88 неонацистской группировки, которую обвиняли в подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Напомню, что в России уверяют, что участники параграфа 88 якобы были завербованы украинскими спецслужбами, караулили и проводили разведку в тех местах, где проживают и работают, как Симоньян, так и Собчак. А если бы выполнили задачу и убили их, то получили бы по 1,5 миллиона рублей. Справедливо отметить, что в организации отвергали какие-либо планы убивать Симоньян и Собчак. В России определили, в каких городах страны артистам можно выступать в трусах, а в каких нет.
Острым стал этот вопрос после того, как Бузова в Уфе в Международный день защиты детей вышла на сцену полуголая. Тогда и заиграли духовные скрепы. Бузову чуть не распяли, та бросилась извиняться, а на уровне Минкульта заявили, что решат вопрос о том, как и в чем петь условному Киркорову, Баскову или Бузовой. Теперь в Госдуме говорят, что региональные власти должны следить за образами певчих птиц российского шоу-бизнеса. Потому что совершенно понятно, очевидно, да, что, допустим, в Санкт-Петербурге и в Москве будут одни требования, а, допустим, в Чечне, в Дагестане и других вот кавказских республиках, Карачаево-Черкесии будут совершенно другие нормы. И знаменитая наша поп-дива, которая вот стала поводом этого обращения, она же не поехала в Чечню в кожаных трусах, извините, выступать. Правильно? То есть есть некоторые инстинкт самосохранения даже. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Ну и отправляйте свои донаты. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.